Доброго вам утра, дня и вечера, я Баба Маша на канале Микродозы мухомора. Сегодняшняя наша тема – влияние микродоз мухомора на простатит. Прежде чем мы приступим, я хочу сделать акцент, что в нашем исследовании мы не рассматривали мухомор как панацею от всех болезней. Целью исследования не является доказательств положительных качеств. Цель исследования – обнаружение качеств. Какого они характера? И определение, влияет мухомор на данную болезнь или нет, положительный ответ или отрицательный, потому что отрицательный ответ тоже положительный и тоже имеет свою ценность. Итак, вначале мы рассмотрим, что такое простатит, какие симптомы и как мы определяли эффективность действия микродоз. Простатит – это воспаление предстательной железы, которое проявляется в острой или хронической форме. Существуют другие категории хронического простатита. Также встречается название хронический гранулематозный простатит. Какие сопутствующие заболевания? Простатит часто сочетается с уретритом, везикулитом и также с гиперплазией предстательной железы. Какие причины простатита? Это могут быть инфекционные причины и неинфекционные. Инфекционные – это инфекции или передающиеся половым путем, или наличие очагов хронической инфекции в теле человека, такие как гайморит, патология почек, танзелит и так далее. Неинфекционные причины – это снижение иммунитета, снижение физической активности, застой в малом тазу при малоподвижном образе жизни, половое воздержание. Злоупотребление алкоголем также входит в эту группу. Травмы также способствуют развитию простатита при нарушении кровообращения и лимфообращения в органах малого таза. То есть наличие возбудителя не всегда является причиной. Какие симптомы простатита? Они включают затруднение мочеиспускания, боль в паху, боль в области таза, боль половых органов, нижней части спины, поясницы. Симптомы хронического и острого простатита отличаются. При остром простатите добавляется учащенное мочеиспускание, дизурия, резь или жжение в мочеиспускательном канале и так далее. Вы можете сами это почитать. Уважаемые хьюманоиды, болеющие простатитом, имейте в виду, что если вы не устраните первичную причину появления простатита, то микродозы мухомора вам не помогут. К примеру, если вы ведете неподвижный образ жизни и 23 часа из 24 сидите на нижнем тазе, то сколько бы вы ни кушали мухомор, ничего не случится. В нашем опросе, начавшемся в 2019 году, по эффектам мухомора на различные заболевания, вопрос о простатите был поставлен в июне 2020 года. На данный момент на этот вопрос ответило всего 49 человек. Из них улучшение в динамике приема микродоз мухомора улучшение наблюдалось в 78%, без результатов 20% и ухудшение 2%. На канале отзывов, которых скопилось более 5000 на данный момент, за 3 года исследования есть конкретные персональные отзывы с указанием, какие именно симптомы рассматривались. Это улучшение мочеиспускания, сила струи, уменьшение болевых симптомов или полное избавление от вышеуказанного. На канале отзывов в Telegram пользователи микродоз мухомора указывают длительность курса лечения, дозировку и прочие детали при использовании продуктов мухомора при простатите. Если у вас есть какие-то изменения при приеме микродоз при простатите, пожалуйста, или напишите мне по нику, указанным под видео, или поставьте свой комментарий внизу. Желающие ознакомиться с накопленной информацией могут проследовать по данному нику, и я сброшу вам папку с каналами. На этом бабушка с вами прощается, мы еще увидимся. Баба Маша.